we are back. Just see. Aha. Okay, yeah. So let's get ourselves sorted here a little bit. I got to get my notes and look up the book and so on and so forth. Yeah. So we are continuing with verse 2 of Nectar of Instruction, and we're going to complete verse 2. Okay, just let me get Mahaprabhu Kripa. Krishna. Hare Krishna. Just a sec, we're just a little bewildered here. Одну секундочку. Сейчас настроечки все сделаем, выставим должным образом. А то они нас сбивают с толку порой. Но мы уже практически все сделали. Итак. So, let us get into Nectar of Instruction. Погружаемся в нектар наставлений и читаем второй текст еще раз. We will finish it this evening. I mean, сегодня вечером мы завершаем обсуждение второго стиха, по крайней мере, таково мое предсказание. Я не знаю, есть ли вопросы от вас, посылали ли вы вопросы. Вопросы с Facebook Live собирает Премагни Девидаси, с Инстаграма вопросы собирает Кирти Кумари. Хорошо. Я надеюсь, вы знаете систему с вопросами. Итак, начинаем. Nama Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pastyachade Shatarne Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It's running, yeah? Yeah. Okay. Time is moving. Okay. Right, so, Right, so here we go. Итак, начинаем. Let us read the verse again. Еще раз прочтем сам стих. Nectar Instruction, verse 2. Нектар наставления, текст 2. Atyahara prayashascha prajalpo niyamagraha janasangas chalolyam cha shadbir bhaktir vinashyati. Шесть видов деятельности подробно отражаются на преданном служении. Преданное служение страдает, если человек, первое, ест слишком много или накапливает вещей и денег больше, чем необходимо. Второе, прилагает чрезмерные усилия ради осуществления труднодостижимых мирских целей. Третье, без особой необходимости ведет разговоры на мирские темы. Четвертое, выполняет правила и предписания шастр только ради следования им, а не во имя духовного развития. Или не выполняет никаких правил и предписаний,
а действует независимо, как ему заблагорассудится. 5. Общается с людьми мирского склада, которым не интересно сознание Кришны. И 6. Жаждет мирских успехов. Итак, перед нами прочитали текст под номером 2. И вчера вечером мы остановились на обсуждении праджалпы. Мы говорили о праджалпе. И Шрила Прабхупада продолжает свое обсуждение, закончив обсуждать праджалпу. Шрила Прабхупада продолжает и переходит к обсуждению. Обсудив праджалпу, Шрила Прабхупада продолжает и переходит к обсуждению Гьяна Санга. Другими словами, это немного нарушает очередность, строго говоря, которая выстроена в самом стихе. Если в соответствии с санскритом мы должны обсуждать Ниямаграху. Шрила Прабхупада имеет право менять порядок по своему усмотрению. Ниямаграха в любом случае встретится нам в обсуждении, но здесь Шрила Прабхупада собирается поговорить о джанасанге или об общении с людьми мирского склада, которые не заинтересованы в сознании Кришны. Интересный момент, который в самом стихе конкретно не цитируется, но в других местах, даже Господь Чайтанья произносит этот стих, а Шрила Прабхупада цитирует и ссылается на этот стих достаточно часто. Господа Чайтанью спросили, каким образом можно распознать Вайшнава? Каким образом можно распознать Вайшнава? И Господь Чайтанья ответил: Стри санги эка асаду Krishna Bhakta are. Mainly, actually, Prabhupada would refer to the first line. Чаще Шрила Прабхупада ссылался в большей степени на первую строчку этого стиха. Всегда можно распознать Вайшнава, преданного, или Вайшнавачар, поведение Вайшнава. Следующим образом он отвергает, отрекается от асатсанги. Асатсанга значит материалистичное временное общение. И в частности, речь также в стихе идет и о стрисанге. Шрила Прабхупада переводит: обычные люди, материалистично привязанные, в частности, к женщинам. Я знаю, что нас также смотрят женщины из Фейсбука и здесь, в Инстаграме. Пожалуйста, не принимайте близко к сердцу. Мы можем сказать в данном случае просто влечение к противоположному полу. Можем сказать так. Основная идея такова. В любом случае речь идет об этом влечении противоположного пола. Итак, обычные люди очень сильно материалистично привязаны, особенно к противоположному полу. Вайшнавы же всегда стараются избегать общества тех, кто не является преданным Господу Кришне. В любом случае здесь речь идет о джана-санге, общении с людьми
мирского склада. Именно здесь, в этом стихе, в котором мы только что процитировали, речь идет именно об этом. Позвольте прочесть то, что Прабхупада говорит здесь в комментарии. Параграф целый Прабхупада посвящает Джана-санге. Прабхупада говорит, Джана-санга означает общение с людьми, которым не интересно сознание Кришны. От такого общения следует полностью отказаться. Шрила Нароттам Дас Такур советовал по этой причине нам общаться и жить только с преданными, обладающими сознанием Кришны, Бхакта Васа. Мы должны посвящать все свое время служению Кришне в обществе Его преданных. And Prabhupada goes on И Шрила Прабхупада развивает мысль, to point out that people who have the same interests, чтобы указать нам на важность общего интереса у единомышленников. И даже в официальной среде формируются клубы, ассоциации, организации людей, которые имеют конкретные определенного рода общие интересы, что является важнейшей, большой составляющей материальной жизни. Шрила Прабхупада продолжает и говорит дальше, что по этой причине он и основал Искон, чтобы у людей была возможность общаться с чистыми преданными. С чистыми преданными. Знаете, что это значит? Знаете, что это должно значить? Преданные в интернете, это значит вы все. Да, правда. Это действительно означает, что речь идет о нас. У нас есть возможность в рамках Искона стать чистым преданным. И не стоит сомневаться в этом. Поэтому мы должны всерьез отнестись к сознанию Кришны и стать именно такой личностью, которая будет в состоянии помочь людям, разным людям, по мере того, как они будут приходить в наши храмы, посещать наши программы, встречать их на улице, проповедовать и так далее и тому подобное. Мы действительно должны приложить усилия. Даже в том моменте, где Шрила Прабхупада говорит, если все, что вы знаете о сознании Кришны, что прасад очень вкусный, то говорите людям эту реализацию и распространяйте им немного прасады, и все. И таким образом вы будете помогать людям. Как Шрила Прабхупада говорит здесь, вы будете давать им именно тот вид общения, который поможет им возвыситься и изменить свою жизнь, по крайней мере, шаг за шагом. Итак, позвольте рассказать вам небольшую историю. Некоторые из вас, я знаю, знакомы с этой историей. Это действительно очень хорошая история, которая включает в себя несколько стихов от Нароттам Дас Такура, которые Шрила Прабхупада цитирует в комментарии Бхакти Саны Вас. Бхакта преданный Саны Васа жить с кем-то. Его Святейшество Бхакти Брингагавинда Махарадж, великолепные преданные, очень замечательные преданные, просто невероятно чудесные преданные. И я хочу даже предложить ему свои смиренные поклоны возле его священных лотосных стоп. Однажды он был во Вриндаване. В тот момент, когда Шрила Прабхупада являл свою игру
связанную с его уходом из этого мира на протяжении нескольких дней, недель. До того, как Шрила Прабхупада покинул этот мир, Махарадж был, Говинда Махарадж и другие преданные, которые были там, они приходили в комнату к Шриле Прабхупаде и в течение 24 часов пели киртан там. И однажды Говинда Махарадж был в комнате Шрилы Прабхупады, и один из духовных братьев Шрилы Прабхупады по имени Кришна Дас Бабаджи, Акинчан Кришна Дас Бабаджи Махарадж был там, и они общались очень на такой глубокой дружественной платформе. У Шрилы Прабхупады были очень близкие, теплые отношения с ним. И как только он зашел в комнату, он запрыгнул на кровать к Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупада лежал на этой кровати, он просто зашел и запрыгнул. И сел возле лотосных стоп Шрилы Прабхупады и начал шутить. Шрила Прабхупада находился в чрезвычайно тяжелом с физической точки зрения состоянии. И он не мог ничего произносить, едва ли он мог что-то произносить. Но Акинчан Кришна Дас Бабаджи Махарадж запрыгнул к нему на кровать и сразу же начал отпускать шуточки. И Шрила Прабхупада подхватил его настроение, начал улыбаться, начал смеяться, затем начал отвечать что-то тоже ему. И таким образом этот взаимообмен происходил, а преданные в этот момент сидели и наблюдали. Затем внезапно, через несколько минут, Шрила Прабхупада прекратил, повернулся к преданным, сидящим на полу в группе киртана, показал пальцем в них и сказал: Janame, Janame Hoy, Ey Abhilas. This is what Prabhupada's referring to here from И Шрила Прабхупада здесь также приводит эти строчки Нароттама Даса Такура. Все, чего я хочу, это жить в обществе преданных, служить в их обществе и их лотосным стопам. Это мое единственное желание, жизнь за жизнью. И затем он поворачивается к Акинчан Кришне Дас Бабаджи Махараджу, и снова они погружаются в это настроение, наполненное теплым, любовным, шуточным взаимообменом на протяжении нескольких минут. И внезапно, через несколько минут, Шрила Прабхупада поворачивается к ученикам и говорит: тот же самый стих он произносит. Все, что я хочу, это жить в обществе преданных и служить их лотосным стопам. Жизнь за жизнью. Это единственное, чего я хочу. И затем он поворачивается снова к Акинчан Кришне Дас Бабаджи Махараджу. И снова они погружаются в это теплое настроение общения, шуточного взаимообмена. Через несколько минут Шрила Прабхупада поворачивается к ученикам и вновь произносит тот же самый стих. Тот же самый стих. Это очень важный момент. Очень важный момент. Прабхупада посвящает целый параграф обсуждению этой теме, и затем хотите верьте, хотите нет. Начинается следующий параграф, 12-я страница нашего файла, до последнего параграфа на 13-й странице. Шрила Прабхупада, поверите ли вы в это или нет, это действительно очень интересно. Он посвящает 1,5 страницы возвращению обсуждения Ати-Хары. Самый первый пункт – кушать больше, чем необходимо, но, в частности, здесь он более подробно говорит о накоплении вещей, и благ, и денег. Это интересно. Это интересно. Очень интересно.
Oh no. No, I'm sorry. I'm misleading you. Извините, пожалуйста, мы немножечко засмотрелись не туда. Buzzing sound. A buzzing sound. Is it plugged in properly? Технические моменты с проверкой звука. How's the sound? Как вам звук? Пожалуйста, напишите на Фейсбуке. Кто может. Is the sound on Facebook okay? Хорошо ли слышно Гуру Махараджа на Фейсбуке? На Фейсбуке, пожалуйста, напишите. Извините, пожалуйста, технические неполадки. Там шипение какое-то раздается на Фейсбуке. Гуру Махарадж хочет знать, какое количество преданных написало, сообщило об этом. Махарадж хочет знать, когда это началось, это шипение. До сих пор ли шипит звук на Фейсбуке? Посмотрите, пожалуйста. И скажите, вот так, может быть, лучше будет. Все еще там шипит. На секундочку вроде прекратилось. Is it still there? But is it still? Wow. Now is good, says Madan Mohan. Is it okay? It's okay. Вроде налаживается связь. Лучше становится. Извините, пожалуйста. Is it still buzzing? I don't know what to say. It has stopped. It's gone. Can you hear okay now? Еще раз Гуру Махарадж просит написать, если его хорошо слышно меня на Фейсбуке. Тогда Гуру Махарадж будет чуть громче говорить, чтобы лучше было слышно тем, кто смотрит нас на Фейсбуке. Итак, мы остановились. Шрила Прабхупада продолжает объяснение. И дальше мы в комментарии переходим. Paragraph on page 12 of the PDF. 12-й странице PDF-файла. Someone said Кто-то сказал, that it's on page 26 in the printed book. Что это 26-я страница печатного издания. Okay. And it goes on. Prabhupada talks further about Atyahara again. You know, Prabhupada from time to time he goes back, he comes back and, you know, like that, not exactly linear. Может быть, иногда не совсем соблюдает очередность обсуждения. Anyway, so for a couple of paragraphs, но в любом случае, на протяжении нескольких параграфов Шрила Прабхупада продолжает обсуждать тему Атьяхары. Explaining that объясняя the efforts of the mental speculators and people like that философов, to accumulate knowledge and figure things out, целью and all которых that является sort of thing, накопление знаний, сухой философии, it falls in the category of Atyahara, которое это стремление также относится к Атьяхаре, накопительство большего количества чего-либо, чем требуется. Помните, может быть, вчера я упоминал, что существует
where some devotees вид may try to накопительства, read too many books, вид накопительства большого количества прочитанных книг, и преданные хотят прочесть как можно больше книг, чтобы прослыть знающими, прославленными знатоками. Это тоже относится к категории накопительства излишка. Шрила Прабхупада говорит об этом на протяжении нескольких параграфов. И приводит пример очень известную историю в качестве иллюстрации, которую он упоминал несколько раз в сравнении с бесполезностью накопительства различных вещей. Как непосредственно идет речь в стихе о деньгах. Прабхупада приводит эту историю, которую он упоминал несколько раз. Пример человека, личности, который в начале своей жизни был бедным, но так или иначе он начал бизнес, обувной бизнес, и он превратился в очень богатого производителя обуви. Со временем добился успеха, у него была семья, у него были дети, и когда он состарился, дети пошли по его стопам, занялись бизнесом, он умер, и по причине того, что он был греховной личностью, поэтому, когда он умер, он родился в следующей жизни очень бедным человеком, но не по соседству от того места, где он жил раньше, но очень бедным человеком. И он занимался попрошайничеством. И однажды, как говорит Шрила Прабхупада, он пришел к дому, где все еще жила его семья, в том самом доме, который он еще построил, будучи успешным бизнесменом. И он пришел к дверям этого дома, где жила его семья, попросить немного подаяния, чтобы он мог пропитаться. Но дети, его сыновья и его внуки прогнали его и теми самыми башмаками устроили ему взбучку, производя которую он и достиг в высоком бизнесе. Вот такова Хare. Так, мы на 13-й странице. Сверимся еще раз на 13-й странице нашего PDF-файла. Не спрашивайте меня, какая страница, если вы читаете из печатного издания. Сами следите, пожалуйста. Но сейчас мы смотрим на параграф, в котором идет речь о более, тонком моменте со всех точек зрения, чем другие моменты. Это очень интересный момент, хотя Шрила Прабхупада ведет речь об этом только на протяжении одного параграфа. 13-я страница. Этот параграф начинается со слов. Первый параграф. 13-й страницы. PDF-файл. So, now, слово само по себе, которое употребляется в стихе, одно простое слово в стихе, непосредственно об этом слове ведется речь на протяжении 1,5 страниц. Это Ниямаграха. Как мы прочитали в переводе к самому стиху, Прабхупада переводит это слово двумя способами. Первый — это следование правилам и предписаниям шастр,
ради следования им, а не ради духовного продвижения. Или второй перевод — это пренебрежение следованием правилам предписания шастры или следовать независимо или как-то заблагорассудится. Итак, это два значения, которые диаметрально противоположно отличаются друг от друга, но происходит из одного слова ниямаграха. Шрила Прабхупада объясняет в этом параграфе, каким образом он пришел к этому пониманию значения этого слова. Это ниямаграха состоит из двух слов. Это словосочетание. Первое слово нияма. Нияма значит правило. Следующее слово, которое присоединяется к нияме, существует две вариации. Аграха первая, аграха и аграха. Я надеюсь, вы понимаете разницу. Аграха. И аграха значит не принятие, а аграха означает желание принимать. Прабхупада переводит таким образом. В этом параграфе дает такое толкование. So we end up with a word, one word compound, niyamagraha. Because when niyama meets or joins with agraha, it becomes niyamagraha, a long name. And when niyama meets with agraha, it becomes niyamagraha, exactly the same. И ниямаграха также произносится и во втором случае, и отличить очень сложно разницу в значениях. Глядя на само словообразование, непосредственно трудно дать четкий перевод, потому что ниямаграха в случае соединения этих двух слов в обоих случаях с двумя разными значениями, аграха в любом случае становится продолжительной, но в случае с аграхой она просто становится дольше, чем обычная аграха. Поэтому интерпретируется таким образом и понимается двумя разными способами. Итак, в первом случае in the first case of eagerness to accept, в первом случае желание принять, практиковать, следовать правилам и наставлениям шастр, но только лишь ради следования им, а не ради духовного продвижения. Существуют различные виды ситуаций, в которых люди или преданные даже могут применить это. Примеры ниямаграхи, когда ее принимают за энтузиазм следования правилам предписания без глубокого понимания или без глубокой мотивации, что является очень важным моментом. Итак, вот несколько примеров. Такие как, к примеру, accepting the rules and regulations of Krishna consciousness for economic advancement. Важность следования правилам предписания шастр ради сиюминутной выгоды. Шрила Прабхупада говорит об этом. Некоторые
но считают, что я буду повторять Харе Кришна мантру, заниматься практикой преданного служения, я практикой осознания Кришны ради извлечения материальных благ. Это также может означать следование правилам и предписаниям в практике сознания Кришны ради обретения почета и славы, ради прославленности, чтобы стать известным преданным. И когда я буду путешествовать и приеду в индийское сообщество, я услышу: «О, Свами приехал, и меня пустят в дом, и нальют сока, и фруктов поднесут, и, может быть, денег мне тоже дадут». Таким образом, я немного прославлюсь, а не буду простым обычным обывателем на улице. But now I'm applying the rules and regulations for that sort of применяя result, and it's important to этот принцип следовать правилам и предписаниям ради обретения почета и славы, это важно для меня поэтому. Другой пример такой. Шрила Прабхупада приводит в некоторых других местах. Вчера вечером я поискал, и Шрила Прабхупада говорит, что, конечно, внешне преданный может проявлять неукоснительное следование правилам и предписаниям, но на самом деле в то же самое время не находиться на стабильном уровне в настоящем сознании Кришны. К примеру, иногда мы приводим этот шуточный пример во время других лекций. В воскресенье преданные приходят в храм, не во время карантина, конечно, красиво, нарядно, очень красиво все выглажены, вайшнавские одежды на нем, красивое тилока на нем и так далее и тому подобное. И затем на протяжении всей программы он ведет себя очень вежливо и льстиво со всеми. Но затем, после того, как он идет домой после программы, если вы знаете этот пример, который я привожу, то как только такие преданные заходят домой, они запирают дверь изнутри и включают свою любимую попсу, или включают телевизор и смотрят мирские передачи по телевизору. Это еще один пример, который приводит Прабхупада. Не думаю, что он из этого комментария, может быть, из другого. Это имитация поведения более продвинутых преданных, следование правилам предписаниям посредством имитации, но на самом деле не имея при этом глубокого понимания шастры, чего уж нам говорить, однозначно не имея глубокой реализации. Вот еще один интересный пример, который в большей степени, наверное, важен для браманов. Иногда в ИСККОН возникает привязанность к выполнению ритуалов и церемоний, различные яги ради различных целей. Если какие-то плохие вещи происходят, нужно провести нарисимха-яги. Если заканчиваются деньги, нужно провести лакшми-ягу. То есть вот такого рода представления. Но речь здесь можно вести о привязанности того, кто погружен в проведение этих яги, к самим ритуалам, нежели к сознанию Кришны. И еще один интересный пример. Иногда в преданном служении преданным нужно под прикрытием действовать,
переодеваться, маскироваться, и я сам до определенной степени должен был тоже следовать подобной стратегии, когда мы собирали пожертвования на строительство храма Шиширадхаранатха, надевали кармические одежды, и на самом деле мы отрезали шипки тогда. Вот посмотрите сейчас на мою шипку, да, вот сейчас такую просто вот взять и отрезать полностью. Уничтожали шипки, снимали даже наши бусы. Но если бы услышали те, кто привязан к следованию правилам и предписаниям, они сказали, это майя, это нехорошо. Но на самом деле эти поступки были направлены на выполнение служения Верховной Личности Бога, поэтому мы были очень успешны, достигли грандиозного успеха в сборе пожертвований, и именно по этой причине храм для Шиширадхаранатха был построен, храм в Йоханнесбурге был куплен, через некоторое время был продан, и затем мы приобрели собственность в Линейже. И все это с тех времен. Но если услышали бы или увидели те, кто привязан к следованию правилам и предписаниям только ради следования, и не имея при этом глубокого понимания, то тогда они сказали бы просто, что тот, кто поступает таким образом, находится в майе. Но все те преданные, которые занимались этой программой, принимали участие в сборе пожертвований, следовали очень строгой садхане и собирали гигантское количество пожертвований. Вот еще один пример. Слепое следование правилам и не понимая зачем. Просто потому что надо. Это тоже относится к неамаграхе. Итак, следующий пример – это привязанность, слишком сильная привязанность к гьяне и карме в контексте сознания Кришны. Все эти случаи, если они не имеют глубинной цели удовлетворить Верховную Личность Бога Кришну, а лишь имеют другие причины следования всем этим правилам и предписаниям, пренебрежение правил и предписаний имеет место быть, это, конечно же, пренебрежение правил и предписаний. Это это не аграха. В любом случае, приведем примеры. К примеру, экстравагантная жизнь в сознании Кришны. Не простая жизнь возвышенного мышления, но высокая жизнь и какое-то до определенной степени сознающее Кришну мышление. Да, экстравагантная жизнь в сознании Кришны. Еще один пример, очень и весьма очевидный пример пренебрежения, следования правилам предписания, не следования всем регулирующим принципам. Это классика. Не следование всем регулирующим принципам, включая, к примеру, не всем четырем, не вычитывание всех своих кругов. И вот самый классический пример из всех классических. Может быть, кому-то в интернете будет сложно переварить, понять этот пример, но зачатие детей не в соответствии со стандартами, которые дал нам Шрила Прабхупада. Прабхупада дал нам очень конкретные стандарты для грехаств, для преданных, которые хотят зачать детей, каким образом непосредственно процесс зачатия должен происходить. Мы детально разбирать это не будем.
Очевидно, этот пример также подходит к неследованию всем регулирующим принципам, когда сексуальная жизнь становится в первую очередь, в таком случае она становится деятельностью, направленной не только ради зачатия детей, но и также для получения, извлечения собственного удовлетворения временного. Как вот вам такой пример? Не вставать рано утром. Не вставать рано утром. Мы понимаем то, что вы домохозяева, вы должны работать, и у вас много дел, много разных ситуаций, и в разных ситуациях кому-то может быть сложно вставать рано. Но Шрила Прабхупада ценил и рекомендовал ранний подъем, чтобы хотя бы к 4 часам мы уже просыпались. Мы не будем никому вдалбливать в голову эту идею и пальцем трясти в носы не будем. Если для кого-то это сложно, то, конечно, можете вставать во сколько удобно. Но, пожалуйста, помните об этом, что Шрила Прабхупада настоятельно, очень настоятельно рекомендовал ранний подъем. И один преданный сказал нам: пристегните ремни безопасности. Быть может, мы закончим на этой истории, продолжим завтра, и, возможно, закончим обсуждение второго текста завтра. Но один преданный сказал нам, Прабхупаду однажды спросили, есть ли уважительная причина, по которой можно не посетить Мангаларати? Существует ли вообще такая уважительная причина? И в соответствии с тем, что мы услышали от этого преданного, Прабхупада сказал: да, есть смерть. I don't know if that's one of those Prabhupada said stories which Prabhupada didn't appreciate because he didn't actually say them. But we have heard this. Я не знаю, относится ли эта история к категории истории, как Прабхупада сказал, на самом деле нет. Может, Прабхупада не любил, когда прикрываются какими-либо несуществующими цитатами. Но вот эта история, которую мы слышали непосредственно. Есть еще часть комментария, которую мы могли бы посмотреть. Я думаю, я занял бы еще несколько минут. И давайте попробуем закончить обсуждение второго текста сегодня. Потому что Прабхупада после того, как заканчивает обсуждение Ниямаграхи, очень важную, практичную и применимую всеми нами в наших жизнях с пользой Ниямаграху, Прабхупада переходит к обсуждению. Посмотрим. Он переходит к обсуждению. Шестого пункта жажде мирских успехов. И в нашем PDF-файле я немного запутался с этим PDF-файлом. Сейчас найдем. Есть в нашем PDF-файле Прабхупада переходит к обсуждению. Частично это связано с Хare, но затем после
частично связанного с предметом обсуждения Атьяхары, он переходит к обсуждению лаули, что также имеет свою взаимосвязь с Атьяхарой. Очевидная взаимосвязь прослеживается во многих случаях, и в самой нижней части страницы номер 13 нашего PDF-файла там есть параграф, начинается со слов «современные войны между капиталистами и коммунистами» возникают, потому что ни те, ни другие не прислушиваются к совету Шрилы Рупы Госвами избегать Атьяхары и стремятся к накопительству большего количества благ, чем необходимо. И Шрила Прабхупада делает акцент на том, что на самом деле не важно, кто придет к власти, коммунисты или капиталисты, потому что в любом случае и те, и другие занимаются эксплуатацией, и те, и другие ставят свои цели, находятся на одной и той же платформе материальной привязанности, просто представляют свою по сути, одну и ту же привязанность разными способами. И Шрила Прабхупада делает акцент на том, что на самом деле если посмотреть на 14-ю страницу, мы найдем продолжение 14 страницы. Коммунисты и капиталисты не могут решить проблему современной политики, которая показывает нам, что когда коммунисты заполучают в свое распоряжение большое количество денежных средств, то они также занимаются наслаждением своих чувств. Когда я был маленьким, я посмотрел один мультик. Это был такой известный юмористический британский журнал. И там была такая мультипликационная картинка, на которой был Леонид Брежнев, это генсек Советского Союза, со своей матерью. Потому что Леонид Брежнев, который возглавлял Советский Союз, главный коммунист, заставил производителя автомобиля Астон Мартин привезти Астон Мартин, доставить к нему в Москву прямо из Британии. Вы знаете, наверное, если не знаете, можете посмотреть, погуглить, что это за машина такая Астон Мартин. И вы увидите, что она стоит как минимум $100 000, и есть еще и модели, которые стоят $1 000 000. Это, конечно, для чрезвычайно богатых людей. И вот Леонид Брежнев на этой мультипликационной картинке мама обращается к нему, и предмет обсуждения машина. Она говорит ему, да, Леонид, все хорошо, если ты хочешь эту машину, ты можешь получить ее. Но, Леонид, а что ты будешь делать, если коммунисты придут к власти? Шутку поняли, да? Он же ведь сам главный коммунист. Самый главный коммунист. Но мама ему как бы намекает: будь осторожен, вдруг коммунисты придут к власти, и тогда коммунисты не оценят его поездок на супердорогом автомобиле. Шрила Прабхупада также цитирует стих из Шаласи Мадам Саман: «Все живое и живое все находится в власти Господа, у каждого есть своя доля, и другому не стоит посягать на долю другому, и жить нужно в соответствии с этим принципом». И Шрила Прабхупада говорит об этом более подробно и говорит о том, что нам не стоит быть жадными. Лаулья не нужна нам, Атьяхара не нужна нам. Нужно жить простой жизнью в сознании Кришны. И позвольте закончить прямо сейчас
прочтением the purport, нескольких последних строчек комментария. Это будет замечательное завершение. Как только человеческое общество избавится от этих первичных пороков, перечисленных Шрилой Рупой Госвами, Hare и других, прекратится всякая вражда между людьми и животными, капиталистами и коммунистами и тому подобное. Будут разрешены, потому что они не будут брать больше, чем положено, и не будут вынуждать людей жить в тяжелых условиях, тем самым подталкивая их к революции, поскольку жить им сложно в условиях эксплуатации. Такое чистое сознание пробуждается в ходе правильного духовного образования и практики, доступ к которым на высоком научном уровне открывает движение сознания Кришны, offered scientifically by the Krishna consciousness movement. Движение сознания Кришны предлагает формулу духовного сообщества, способного утвердить мир на земле. Каждый разумный человек должен очистить свое сознание и преодолеть 6 перечисленных выше препятствий на пути преданного служения, со всей искренностью примкнув к движению сознания Кришны. Okay, so we concluded verse 2. Just Итак, that's good, actually. мы завершаем обсуждение второго стиха. Maybe the last part we skipped through a little quickly. Может быть, мы вторую часть стиха мы чуть менее детально разбирали, чем первую, но в общем и целом мы завершаем обсуждение второго стиха сегодня, и завтра мы будем обсуждать уже третий стих. Второй стих говорил нам о трудностях, в нем содержались предупреждения, чего нам стоит избегать. А в третьем стихе речь пойдет о вещах, о рекомендациях, над чем нам нужно работать, что нам нужно развивать сознание Кришны, чтобы мы стали счастливыми, преданными в сознании Кришны. Почитаем замечательный комментарий к третьему стиху. Итак, вопросы. Да, начнем с вопросов ко второму тексту завтра. Вы знаете, я надеюсь, каким образом направлять свои вопросы. Пишите, пожалуйста, свои вопросы при Магни Деве на Фейсбуке, а Кирти Кумари Радхи пришлют мне утром вопросы. Кирти Кумари Радхи с Инстаграма вопросы свои. Завтра вечером мы ответим на вопросы сначала, и если будет у нас время, то мы перейдем к обсуждению третьего стиха. Таков план на завтра, дорогие преданные. Всего вам доброго.